Снова здравствуйте. Ну вот возникли такие вопросы на тему рыбы. Про питание видео я выложил, и пошли вопросы про рыбу. Значит, еще раз повторяю. Дело в том, что видео мои надо смотреть, не выдергивая по названию, а смотреть все подряд. Тогда нарастающим итогом будет понятно, о чем я говорю в конкретном ролике. Не будет никаких вопросов. Это примерно точно так же, как с учебником. Если вы выдернули какую-то главу из конца, прочитали ее, может быть очень интересно, но ни хрена не понятно. Значит, а то и вообще могут возникнуть какие-то возражения. Ну просто потому, что вы не в курсе того, что было написано в самом начале. Вот здесь примерно то же самое. Значит, касательно рыбы, смотрите. Я уже говорил, уже объяснял, рассказывал, что наш организм значительно умнее различных медиков, диетологов и так далее. Я уже объяснял, что ощущение голода, оно абсолютно субъективно и одновременно объективно. Объяснял, что чувство вкуса, вот кому что больше нравится, да, оно точно так же, с одной стороны, абсолютно субъективно, с другой стороны, совершенно объективно. Объясняю почему. Если мы не будем, конечно, рассматривать все то, что нравится, значит, нашим глистам, вот, а на эту тему я лучше повторюсь, значит, в свое время Всемирная организация здравоохранения проводила такой эксперимент. Они взяли людей абсолютно разных возрастных групп, то есть всех возрастных групп, тщательнейшим образом их продиагностировали, разделили на две группы, на тех, у кого глисты были, и на тех, у кого глистов не было. То есть не говорится о том, что там вот это вот было, и там вся клиническая картина, значит, отравление, там, значит, человек себя... Ну, как обычно описывается. Нет, просто сам факт наличия. Вот есть там пара червячков, блин, и человек себя чувствует более-менее нормально. Вот, но они есть. А у этих вот нету совсем. Их там проглистогонили на всякий случай, и все. У этих нет. И вот эти вот две группы сравнили. И выяснилось, что у тех, у кого глисты есть, у них как раз таки тяга к сладкому, у них тяга к газировкам, у них, значит, тяга к чипсам, к сухарикам, к колбасе, значит, ну, в общем, к продуктам с химическим наполнением, к нездоровой пище тяга. Вот. У них, значит, соответственно, совершенно другие пристрастия в музыке. Им вот как раз таки нравится вот эта вот ерундистика, типа, значит, там, рэп, там, как Задорнов говорил, умца-бумца, бумца-умца, вот это вот такое, значит, им больше нравится. В живописи им, значит, больше нравится импрессионизм, им больше нравится, значит, авангардизм, там, и так далее. То есть, не классика, не классика. А вот вторая группа, у которых глистов не было, вот у них не было тяги к сладкому. Они прекрасно обходились без сахара, например, без сладкого вообще. Они абсолютно спокойно употребляли специи, в том числе, значит, тот же самый перец. Вот. Они... Там все другое было. Там, соответственно, были другие пристрастия в музыке. Им больше нравилась классика, а рэп они слушать не могли, например. Им это было сложно и не нравилось. Вот. Им нравилась классическая живопись, портреты, пейзажи. Вот. Классика им нравилась, классика. Понимаете, вот две разных группы. При этом там, соответственно, и поведение отличалось. Из чего был в свое время сделан этой же самой Всемирной организацией здравоохранения вывод о том, что глисты воздействуют не только на физиологию, но и на психику человека. После этого пошли исследования в области психиатрии, и было определено, какой глист
какое психическое заболевание вызывает. В свое время в учебниках по психиатрии, по паразитологии это было расписано достаточно подробно. Но после развала Советского Союза, после того, как все эти учебники начали переписываться на новый лад, то есть на западный лад, вот, все вот эти вот моменты из этих учебников пропали к чертовой бабушке. То есть о том, что это было, сейчас просто-напросто только помнят те специалисты, которые примерно моего возраста и старше. Малолетние, да, ну, в общем, да. Даже психиатры, они этого не помнят, не знают, знать не хотят. Вот, и относятся к этим вещам с очень большим, соответственно, скепсисом, потому что в их учебниках этого не было написано, и потому что на зачетах и экзаменах с них этого не спрашивали. Все, банально. Вот, да. Так вот, соответственно, если мы отбросим все пристрастия, которые вызываются глистами, и оставим нормальные вкусовые пристрастия, естественные вкусовые пристрастия, то выяснится, если тщательно им следовать, то организм в состоянии лечиться и восстанавливаться исключительно продуктами питания. Но при этом всем необходимо очень тщательно, внимательно относиться к потребностям своего организма. Вот. И, соответственно, эти самые потребности восполнять. И, соответственно, если отбросить, значит, все вот эти вот пристрастия, вызываемые паразитами, останется только тяга, которую генерирует непосредственно сам наш организм. Тогда выяснится, что организм в состоянии лечиться и восстанавливаться совершенно самостоятельно, исключительно на продуктах питания. Только необходимо внимательно относиться к потребностям организма и тщательно их удовлетворять. Собственно, в свое время один из основателей медицины об этом и говорил, в общем-то. Поэтому возникают иногда такие моменты, когда человек вроде бы покушал, но через полчаса, через час он все равно хочет есть. У него вроде бы полный желудок, но он все равно хочет есть. Дело в том, что сытость наступает не от полноты желудка. Сытость наступает тогда, когда удовлетворены потребности организма в микроэлементах, в аминокислотах, соответственно, восполняемых извне витаминах и так далее. Понятно, да? В той же самой клетчатке, например. Поэтому, например, нельзя, одно время рекламировалась так называемая еда в стакане, жидкая, которая содержит, понимаете ли, вот все микроэлементы, все витамины, все аминокислоты, оно все содержит и так далее. Но эта жидкая еда не содержит клетчатки, а значит микрофлоре не на чем селиться. Клетчатка нужна в обязательном порядке. И, соответственно, клетчатка — это не то, что вам рассказывают: о, хлебцы — это клетчатка. Нет, клетчатка — это то, что из растительной пищи, из свежей зелени, ребята. Из свежей зелени. Нет свежей зелени, ну, не вопрос, распаривайте, варите сено, в конце концов. То же самое, та же высушенная трава, если на то пошло. В аптеке это сено продается под названием лекарственные травы. Их там широкий выбор, низкие цены, что называется. Вот. Понятно, да? Соответственно, то же самое применимо к любому продукту. Про мясо я уже говорил. Приводил пример, что для того, чтобы наесться жареного мяса, требуется значительно меньше, чем вареного. Вареным вы не наедитесь отварным мясом. Вот. Но еще быстрее можно наесться не жареным мясом, а приготовленным на углях.
то есть тем же самым шашлыком. Там потому что степень готовности мяса, она вообще в принципе определяется еще на уровне маринада. Мясо промариновалось, его уже можно есть. Если его можно есть, значит оно промариновалось. Соответственно, вы его чуть-чуть подогрели. Вот, там достаточно того, чтобы оно прогрелось до температуры даже не 100 градусов, а градусов порядка 50 внутри. То есть гарантированно белок свернулся. Вот, красный цвет внутри потеряло. Все, мясо готово. Поэтому шашлыки, они практически с шампура едятся. Вот, у них очень низкая температура. Вот. Соответственно, при мариновании там и уничтожается маринование и как раз таки призвано к тому, чтобы уничтожить возможных паразитов. Да. Собственно, маринование мяса, оно, насколько я помню, из Корана вообще пошло. Это там все прописано, как его готовить. Да. К рыбе относится все то же самое. Быстрее всего вы наедитесь сырой рыбой. Значительно больше, чтобы наесться, вам потребуется отварной рыбы. То есть здесь абсолютно все то же самое. Когда говорят, что вам чего-то нельзя, но вам этого очень хочется, значит можно. Потому что ваш организм, он умнее, чем врач. В свое время, значит, на тему копченой рыбы, да. Очень часто люди спрашивают. Значит, смотрите. Если это действительно копченая рыба, а не замоченная в... Как это? В жидком дыму, вы ее все равно много не съедите. В свое время, это где-то было конец 90-х, самое-самое начало 2000-х, там может 2000 год, 99-й год. Где-то вот в это время. Когда коптилок еще не было в продаже. Когда люди, значит, имеющие возможность эти самые коптильни заказывали слесарям, сварщикам там и так далее. Обменивались конструкциями, обсуждали достоинства, недостатки. Вот. Это сейчас хорошо, это пошел в любой магазин хозяйственный, значит, или там для дома, сада, для дачи и купил коптильню, любой вместимости, любой конструкции. Вот, заодно, значит, прикупил там опилок для нее. Угля тут же, значит, прикупил. А раньше нифига этого не было вот так вот в продаже. Это все хозяйство, если хочешь, иди заказывай. Найди еще мастера сначала, нарисуй ему, значит, что ты хочешь получить. Вот. Хорошо, если он еще понимает, что ты хочешь получить и так далее. Вот. И, соответственно, я видел людей, которые работают в одном офисе, вместе постоянно отдыхают, и каждый себе заказывал отдельную коптильню. И как они ехали с этой коптильни, значит, на рыбалку в предвкушении, что сейчас наловят и накоптят. И они ловили, коптили, значит, ели, и на этом все заканчивалось. И в следующий раз они эту коптильню доставали в лучшем случае где-то через год. Потом, соответственно, более-менее приходило понимание, что это такое, с чем это едят. И коптильня достается обычно из кладовой где-то 2, максимум 3 раза в год. Все. Потому что копченого много не съесть. Банально. Вкус интересный, но очень быстро приедается. Вот. Значит, это раз. Второе. При этом, значит, если там начала болеть печень, я уже говорил, что печень имеет такое свойство, когда болит, он значит восстанавливается, если только не цирроз последней стадии. То есть печень болит в 2 случаях. Первое, когда она восстанавливается, и второй случай, это когда она разваливается окончательно. Все, там цирроз, она разваливается, и вы скоро умрете. Все. 2 случая. Это свойство паренхиматозной ткани. Медикам стоит перед тем, как спорить со мной, обновить свои знания. Да. То же самое с легкими. Когда у человека воспаление легких, у него ничего не болит. У него болеть начинает, когда идет восстановление. Так. Значит, соленая рыба.
Ну, классика это у нас селедка разного посола. Вот смотрите, например, когда вы где-то хапнули вируса, вам начинает хотеться селедки. Но так как это много возни с этой селедкой, то обычно все это хозяйство отметают и потом просто перестают обращать внимание на свое желание. На самом деле, что такое у нас соленая селедка? Соленая селедка – это рыбий жир в большом количестве. Особенно если это североатлантическая сельдь слабого посола. И вот эту вот селедочку, да с лучком, подмаринованным, а если яблочным уксусом подмариновать, еще лучше будет. Понимаете? И эффект получается от лука плюс рыбий жир, который в селедке, который вместе с селедкой очень хорошо заходит. И все это хозяйство очень эффективно гасит вот эту вирусню, которая в вашем организме появилась. Если перед этим вы испытывали достаточно сильную такую усталость или просто не обращали внимания на это, то после этого вы понимаете, что у вас наступила бодрость. Понятно, да? Но это еще раз говорю, если внимательно относиться к своим желаниям. То есть, вот простое блюдо. Можно делать соленую рыбу, там красную, например, самостоятельно, потому что то, что сейчас продается в магазинах, это никогда не знаешь, какими руками, как минимум, это делали. Где эта рыба валялась перед тем, как ее положили в эту банку. Значит, как делается соленая красная рыба, это очень просто, я вам сейчас расскажу. Вы берете, например, горбушу или другую красную рыбу, неважно. Снимаете на шкуре мясо с костей цельным пластом. Потом вы все это дело солите, укладываете в миску и ставите в холодильник на 3 дня. Через 3 дня достаете, соль, значит, аккуратненько счищаете. Все это дело заливаете молоком и ставите снова на 3 дня. Задача молока – убрать лишнюю соль и придать дополнительную жирность рыбе. Понятно, да? Значит, через 3 дня рыбу достали, порезали ее на кусочки, сняли со шкуры, порезали ее, значит, на порционные кусочки, такие вот продольненькие. И все это хозяйство начали укладывать в банку стеклянную слоями. То есть слой лука, кольцами или полукольцами, слой рыбы и так далее. Лук, рыба до самого верха. После чего заливаете все это дело растительным маслом. Вот. Избавляетесь от пузырей воздушных. И опять ставите на 3 дня. Рецепт очень простой. Да. Через 3 дня достаете эту рыбку. Даете стечь маслу. Кладете на бутербродик с лучком. Изумительная штука. Понятно, да? Значит, ради бога. С одной стороны, она у вас вроде как сырая. И очень много ее опять-таки не съешь. С другой стороны, очень вкусная, и она просолилась. Значит, жареная рыба, то есть там все то же самое. Берете, жарите, да едите. Значит, на тему речная морская. Значит, смотрите. Очень много у нас сейчас речной рыбы, зараженной глистами. Тем же самым аписторхом, как минимум. Но иногда не только аписторхом. Я уже об этом рассказывал, что все это хозяйство пришло сюда с западно-сибирской низменности. Вот. Река Кама, по утверждениям санэпидемстанции, у нас здесь Кама течет. Значит, и соответственно я разговаривал со специалистами. Вот. Знакомый рыбак, после того, как я ему про все эти вещи рассказал, он специально, значит, стаскал рыбу, которую выловил в санэпидемстанцию, поговорил там. Ему подтвердили, что да, Кама заражена вся. Вся камская рыба заражена аписторхом.
Есть еще некоторые притоки, где этого нет, но их очень мало, да. Вот. А так, практически все пресные водоемы России, европейской части России, заражены паразитами. Такая вот ерунда. С морской рыбой, конечно, проще. Вот. Она заражена не так, но медики, значит, те, кто в теме, они все-таки в курсе, они все-таки бьют тревогу, потому что температура мирового океана постепенно повышается. Вот. И рыба, которая раньше жила в холодных водах, сейчас она живет в теплых водах. А теплые воды обычно они достаточно интенсивно заражены. Поэтому необходимо, даже если вы берете морскую рыбу, тщательнейшим образом ее проверять, когда купили. Потому что, вот простой пример, вы берете терпуга, например, он практически всегда у нас идет не потрошенный, идет с кишками. Вы его потрошите и смотрите, и у него на вот этой пленке, в которой все внутренности находятся, очень много таких спиралек. Это и есть в том числе глисты. Терпуг этот должен, конечно, промораживаться тщательнейшим образом для того, чтобы инактивировать этих глистов, что называется, убить. Вот. Но совершенно не факт, что вот эта технология соблюдена. Обычно, значит, считается как: его выловили, загрузили, соответственно, в морозильник, дали температуру 30-40 градусов минус. И пока он едет до конечного потребителя, глист, соответственно, помер. Но так как у нас рефрижератор жрет энергию, солярку, электричество, а сейчас, понимаете ли, все сокращают издержки, очень может быть, что эта рыбка будет храниться не при минус 30-40, а при минус 18, например. Легко и непринужденно. Что, соответственно, уже не приведет к искомому результату. То есть глисты не будут убиты, вот, а вы можете получить инвазию. Поэтому, когда берете терпуга, внимательнейшим образом чистите его и смотрите. Понятно, да? Да и как-то вообще, не знаю, лично мне даже дохлых глистов жрать совершенно не нравится. Вот. Опять же, берете ту же горбушу, того же самого терпуга, на сковородочку, под лучок и тушите. Если их вперемешку поставить, получается, горбуша становится, она же сухая, вот она получается пожирнее. А терпуг, он изначально сильно жирный. И вот это все хозяйство разбавляется, получается очень замечательное ассорти. Понятно, да? В принципе, про рыбу рассказал все, про сушеную осталось. Вот. Многие спрашивают на тему сушеной рыбы, что ее нельзя, что там слишком много соли. Ребята, вы слишком много соли просто сожрать не сможете. Если вы взяли сушеную рыбу, которая пересолена, вы ее просто не сможете есть в потребных количествах. Все. Все. Когда вы переборщили с солью, у вас возникает жажда, вы, соответственно, начинаете пить, и эта соль вся растворяется и выводится. Поэтому не совсем понимаю, откуда берется паника. Вот. Как-то так, да. Также меры безопасности, здравый смысл, как всегда. По большому счету больше ничего не надо. Так что будьте здоровы. Всем пока.